Всем привет! Мы прилетели на Кубу, остров Кая-Коко, и отправляемся на остров Кая-Крус в отеле Iberostar Selection Esmeralda. Это новый 5-звездочный отель. Будем его тестировать на себе, обязательно покажем. Развлекательная программа вечером, если не погода. Guest Relation. Здесь можно встретиться с гидом. Есть один мужчина-кубинец, который разговаривает по-русски. Он же переводчик. Ну и вот она, чудесная зона ресепшена. Интернет они дают по времени, в среднем от 3 до 8 часов. Можно просто позвонить из номера, и вам его продлят. Проживание у нас в стандартном номере. Здесь достаточно современный ремонт, удобство. Просторная гардеробная, есть гладильная доска и утюг, вешалок достаточное количество. Сейф, тумбочка. В общем-то, есть все необходимое. Даже зеркальце увеличивающее. Весы, набор полотенец и душевая. Отель современной постройки, поэтому номера очень приятные. Светлые, просторные. Стоит вода. И вот так выглядит комната. Для Кубы это очень хороший номер. Плазменное ТВ. В общем-то, это лучшее, что можно было ожидать. И вот такой балкончик. Вот он, наш корпус. Отель состоит из 3-этажных корпусов. 5-й корпус расположен ближе к пляжу относительно некоторых. И дорога достаточно простая. И вот мы подходим на прямую дорогу на пляж. Здесь можно промыть ноги и душ. Сегодня очень сильный ветер. Погода на Кубе меняется постоянно. То есть за время нашего отдыха был, можно сказать, ураган, дожди, сильная жара, мы обгорели. Здесь вот можно купить кокосы за $1, мы пока не покупали. Казалось бы, такой пустырь кругом, на самом деле это не выглядит плохо, как многие могут переживать. Очень красиво и живописно. Вдали как будто хижина дяди Тома. Подходим к пляжу. С 10 утра начинает работать снэк-бар. Единственное, что здесь можно взять только алкогольные напитки. Еда в другом месте. Ну, какие сегодня сильные волны, что было, конечно, ожидаемо. Пока такого не было, несмотря на отзывы, что лежаков и зонтиков кому-то не хватило. Я с таким сама не сталкивалась. Хотя мы сейчас пришли достаточно поздно. Здесь вставляем обычно тапочки.
В дни хорошей погоды море просто идеальное. Лазурная вода, мелкий белый песок. Просто мечта. В отеле Iberostar Esmeralda, так же как и во многих отелях Кубы, вы можете абсолютно бесплатно воспользоваться такими морскими развлечениями, как каяк, катамаран и парусник. Это абсолютно бесплатно для гостей отеля, и этим можно пользоваться каждый день. Когда дует сильный ветер, то на море волна, и вариант купаться — это только попрыгать на волнах, но можно наслаждаться солнцем. Анимация в отеле присутствует. La representación de la negromanía, la negromanía, la blaquimanía, la blaquimanía. Después no me digan ya, que venga atrás de Чтобы не было иллюзий, пляж иногда выглядит вот так. Пару дней непогоды, и вот принесло нам много водорослей, прилив сильный. Никто не торопится убирать, но тем не менее, через пару дней, я думаю, они это сильно уберут. В общем, пляж от самого красивого до вот такого. Итак, мы находимся около активного бассейна. Здесь сейчас проходит спортивная анимация. Здесь есть вот такие замечательные лежаки в воде. Их достаточно. Есть бар. Number one, let's go to front forward. Number one, let's go to front forward. Recuerden el number one. Exactly, that is the way. Now let's go to center round. Center round. Exactly, to the right. Let's go to center round. That is the way. Come on. Ой, sale o no sale. Посиделки опять в снэк-баре. Ну, там принесли такую вкусную пиццу. Пицца очень хорошая. Вообще тесто, бисквит, печеньки. Все, что мы здесь едим мучное, к сожалению, очень вкусное. А сейчас мы пришли вечером в спортбар. Здесь есть настольный футбол. Что здесь примечательного? Здесь готовят относительно всех мест, всех баров очень вкусные коктейли. Пару дней назад нам сделали здесь пина-коладу прямо в ананасе. Она точно занимает первое место по вкусности. Вот, а здесь у нас вот как раз та самая пина-колада. Здесь бильярд, аэрохоккей. Правда, не очень хорошо работает, но по бильярду нареканий нет. В целом для вечернего досуга очень понравилось. Есть еще рядом спортивная зона другая. Так, второй зал игровой, пинг-понг, крытый, опять аэрохоккей, настольный футбол. И мне кажется, это батутная зона для детей. Но я бы с удовольствием сама здесь покувыркалась. Может быть, попробую. В зависимости от выпитой пиноколады. Так, мы находимся в детском клубе. Здесь есть детская площадка, неглубоководный бассейн, настольный футбол. Насколько мы выяснили, ребенка можно оставить у няни, и это бесплатно. Далее вновь зона с детского бассейна, гигантские шахматы, детский бар и, собственно, бассейн достаточно большой, но сколько мы мимо ходим, людей здесь мимо не видели. А вот шахматы начали пользоваться успехом. Вопросов о погоде на Кубе уже многократно повторяем туристам. Погода на Кубе абсолютно непредсказуема. Сегодня самый непредсказуемый день. Сегодня было около 7 ливневых дождей.
И потом они сменялись адски палящим солнцем. И вот мы бегаем каждые полчаса, то сильное солнце, то сильный дождь. Это необычно, весело. В общем, по погоде вы должны быть готовым ко всему. Берите дождевики, кому нужно зонтики. Ну и, соответственно, теплую одежду тоже. Вот. Такая вот погода здесь. Вот, как видите, дождь усилился еще больше. Зато веселье здесь более предсказуемое. Всегда песни, музыка, танцы и различные развлечения. Несмотря на погоду, хорошее настроение всем обеспечено. На Кубе неважно, утро это день или вечер, кубинская музыка, танцевальные мотивы, маракасы, все есть в нужном объеме. Отели не дадут соскучиться своим гостям. Ну и немножко покажем вечернее представление. Вот он, главный ресторан. Здесь проходят основные приемы пищи, завтрак, обед и ужин. Сейчас мы направляемся на завтрак. Помещение комфортное, есть возможность сесть внутрь и есть зона на улице, огражденная от ветра. Здесь стоит бармен. Могут принести чай, кофе, иные напитки мы не просили. Вечером это обычно алкоголь. Собственно, заходим в столовую. Столики внутреннего двора. Помимо того, что есть здесь, обычно никто не сидит. Обращу внимание, есть детское кресло. Но детей сейчас очень мало в отеле, буквально по пальцам сосчитать. Здесь вечером обычно тоже готовится пицца. Сэндвичи, гамбургеры. Вот основной зал также. Здесь также сыры, ветчина и можно сделать хрустящий горячий хлеб. Вот такая комфортная столовая. Нам здесь было удобно. Здесь часто работают кондиционеры, но сегодня достаточно тепло. И вот она, шведская линия. Не очень большая, но что есть, то есть. Уже порядком потрепанная, потому что уже 10 час утра. Здесь обычно консервированные фрукты, которые я по большей части не пробовала, но с удовольствием беру ананасы. Ананасы спелые и вкусные. Здесь есть возможность взять омлет. Омлет делается из свежих яиц. Редко бывает, чтобы он порошковый. Здесь может быть индейка, свинина. Вкусная. Соки не понравились от слова совсем. Мы предположили, что это, возможно, вода с вареньем. Что мне здесь нравится? Я, конечно, пробовала, честно, не все, потому что для меня визуальная составляющая важна. Мне понравился бекон. Бекон стандартный, как во многих странах, как мы бы приготовили дома, это вкусно. Что сказать о выпечке? Сегодня представлено не все. Вот эти кексы понравились, булочки особо не пробовали, но вот с бисквитной выпечкой нет проблем. Еще часто присутствуют печеньки. Печеньки очень вкусные. Здесь опять же фрукты, овощи. Вон та капуста очень вкусная. Далее, что у нас еще есть? Это сыры, колбасы. Утверждается, что они возятся из Испании. Возможно, действительно так. На днях я пробовала очень вкусный сыр с
сейчас его я не вижу, но выглядит он примерно как и другие. Ветчина. И здесь я тоже не очень понимаю, что это, и не пробовала. Возможно, это подобие кефира, каши, потому что можно соединить с хлопьями. И, возможно, это может быть молоко, но меня вызвало сомнение это. Далее станция тоже делают омлеты. Вечером здесь делают бургеры. Здесь хлеб. Хлеб можно поджарить. И сейчас вот дальняя самая станция пустая. Но обычно здесь есть тоже пицца, бургеры. Есть вот пицца обычно. Ну вот внутренние столики, совершенно романтичный вариант. Мы в итоге выбрали это ананасы, сыр, который подозреваю, что вкусный, немного капусты, омлет с добавками и ветчиной. И вдобавок нам принесли кофе. Кофе обычный, это просто обычный кофе с добавлением молока, не из автомата. Так, мы пришли на обед. По ассортименту обед мало чем отличается от завтрака и от ужина, но все равно отличается. Вижу курицу, непонятную субстанцию. Места, в принципе, всем хватает, можно сидеть и на улице. В зале зал кондиционируется. Какие-то подливки, хлеб. Можно его поджарить. Вот оно мучное, типично кубинское. Что мне понравилось из этого? Ничего, потому что я особо ничего и не пробовала. Есть нечего. Есть нечего, как говорится в отзывах. Мне не понравилось вот это. Здесь можно пожарить мясо, оно достаточно вкусное. Ну и, соответственно, сделать бургер. По мясу вообще никаких нареканий. Рис, фарш, возможно, пюре. Мясо, опять рис, курица. Мясо, капуста, опять мясо. Ничего не подписано, поэтому непонятно, что и что. По свинине и курице никаких нареканий. Это вкусно. Всегда присутствуют сыры, ветчина, якобы из Испании. Естественно, не проверяли. Ананас понравился, вкусный. Вот как выглядит общий зал. По нему у меня нареканий нет. Что хочется отметить еще? 2 супа. Их я тоже не пробовала. Здесь обычно свинина. Прям лежит свинья. И вот пошло подобие овощей. Из приятного. Есть тунец. Очень много моркови. Очень много свеклы. Перец, капуста. Еще раз капуста. Опять тунец. Опять непонятно что. Нут, видимо, из очень странный салат. Из приятного. Sorry. Из приятного. Это мороженое. По мне так оно одинаковое. И еще бывает к нему добавка шоколад. Но сейчас ее нет. Так вот выглядит столовая. Сейчас много людей, потому что мы пришли в разгар дня. А так вообще места всем хватает. Так, мы пришли в кубинский ресторан. Здесь меню. По меню заказываешь. Но еда оставляет желать лучшего. Вот это сезонный салат. Очень вкусно. Но на самом деле нет. Вот это мы не поняли, что такое. Это, видимо, пельмень. А это аж том-ям.
Там что-то классное. Да. Это лобстер. Вчера мы ходили, допустим, в азиатский ресторан, но лучше не стало. Видимо, пойдем опять в столовую. Итак, у нас время ужина. Хочу сегодня им похвастаться. Он сегодня отличается сильно от ужина, который был в другие дни. Итак, что мы отметим? Это гуава. Ее здесь не было. Это, наверное, папайя. Не пробовали. Сыры. Ветчина. Здесь также продолжают жарить мясо. Здесь каждый день присутствует то свинина, то индейка. Хлеб, опять же, можно поджарить. Соусы, лайм. Подозреваем, что это тунец. Овощи. Помидоры, как всегда, не слишком спелые. И первый раз появились огурцы за эти дни. Мясо непонятного мне происхождения, не пробовала. И вот такое у кубинцев представление о салатах. Сладкий стол. Сегодня тоже он нас радует. Здесь хочется отметить более всего, что вкусно. Это аналог берлинского печенья. Мы его поели от души, и хочу сказать, что оно очень вкусно. Кубинцы неплохо готовят бисквит, он действительно ничем не отличается от нашего и даже лучше. Подобие чизкейка. Вот опять же идет хлебный стол. Хлеб можно поджарить. Сегодня что новое? Это макароны по-флотски. Я не пробовала, но выглядит неплохо. Курица. И вот такая чудесная пицца. Пицца здесь всегда вкусная, мне нравится. Вот такой у нас сегодня ужин. До этого он был менее разнообразный. Еще я хочу отметить стол, где появилась рыба. Я еще раз проверю. Здесь у нас сосиски. Опять же хлеб, вот то, что жарят. Вот попробовали вот этих моллюсков. Не поняли, кто это, что это, но это похоже на мидии. Это похоже на тыкву. И, знаете, здесь была рыба, она пропала. Но, тем не менее, она здесь была целиковая. Вот такой у нас сегодня ужин. У отеля есть свой трансфер. Можно взять машину и поехать в маркет. И место, где можно арендовать машину для себя вместе с водителем или без. Итак, мы уезжаем из отеля Эсмеральда и едем в маркет. Дорога близкая. При желании можно пройти пешком, но мы не хотим. Ну, у нас нет такого желания. Да, мы решили проехать. Спортзал. Спортзал. Спортзал только здесь, в нашем корпусе есть? Есть тоже. Есть тоже. Мне нравятся основные корпуса. Такие красивые. Вот здесь у нас спа с бесплатным сервисом, огромный массаж. Массаж платный, но очень хороший. Классно. Там зависит от времени и от части тела. А вы говорите спа бесплатное. Туда что входит? Там есть сауна? Есть сауна, есть бассейн, есть горячий номер, для того, чтобы... А вот сауна у нас есть в Операстара Эсмеральда? Нет, Нет, спа только для здесь. родителей. А мы можем туда пройти? Да. А как нас пустят? Нас не пустят. Со мной пустят. А других туристов не пустят? Да, да. Хорошо, можно нам какие-то плюшки сделать нам турагентам, ходить сюда зачем-то? Раз нам ни номер, ни халаты, ни бумагу, ни одеяло. Пока не мы здесь дали. отдыхаем хотя бы. А мы только что прочли мимо знак. А, Вот знак 24 часа, как у вас. Мгм. А я
еда отличается? Смысл нам есть сюда ходить? Ну, есть и курица, пицца, гамбургеры, сэндвич. У нас тоже есть. У нас есть 7 корпусов Мгм. и, как сказать, 116 номеров. А категория номеров здесь вот эта вот какая-то повышенная, да, вот с этими бассейнами? Да, да. Есть с видом на garden, Куда? garden view, garden, А, Сад. Мгм. сад, с видом на бассейн и да, rooftop, то есть это самые лучшие номера, суит с видом на море. Мгм. А площадь номеров какая же здесь у сьютов? Площадь номеров какая здесь у сьютов? Размер Размер номера. номера. Размер, ну, обычно, кроме суит, Как обычно, Они наш большие. номер 40 квадратов, сьюты, по идее, больше. Сколько они? ну, 80 здесь метров? может быть чуть-чуть больше. Даже для стандартов здесь у вас огромные номера. Мы не говорим Кубе прощай, мы говорим ей пока, до новых встреч.